Друзья, рад видеть вас на своем канале. Купились? Вы на канале Владимир Ван Гроут, а это значит, что сегодня мы будем собирать компьютер. Причем не один, а целых два. А почему два? Потому что это инь и янь, лето и зима, красное и не та аналогия, извините. Я хотел сказать Intel и AMD. Следовательно, один ПК будет на AMD, а второй будет на Intel. Причем это будут бюджетные решения на платформе AM4 и на платформе LGA 1700. В тот момент, пока космические корабли бороздят большой театр, а оперативная память стоит как новый телефон, а порой и как несколько, мы будем погружаться на дно компьютеростроения, чтобы узнать, дорого ли собирать компьютеры на прошлых платформах. Заваривайте ваши дошираки, мы начинаем. Это очень дешевый и качественный аквариум от компании Asypus. В одном из прошлых роликов я уже собирал ПК в более крупной версии этого корпуса. Точнее говоря, это была белая и черная версия. Вначале я собрал этот бюджетный ПК, а уже через пару недель я собирал еще один ПК для клиента в более крупном корпусе. Помимо этого Ryzen 5500, еще есть Ryzen 4500. Хоть он и дешевле где-то на 1500, но он и слабже на 20%. Так что Ryzen 5 5500 это минимум для сборки. По моей любимой традиции, если я покупаю недорогой ЦП, то материнская плата тоже будет недорогой. ЦП у нас не сильно требовательны, а апгрейдить этот ПК не имеет никакого смысла. Поэтому почему бы нам не сэкономить на материнской плате? У накопителя поменялась упаковка. Та, что поменьше, это новая. Точно такой же накопитель я не нашел, поэтому накидал разных вариантов. Кому что нравится, то и выбирайте. Главное, чтобы была гарантия. Это самая обычная башня, но у которой есть что-то наподобие дисплея. На этом дисплее будет отображена температура, количество оборотов, частота процессора и насколько он нагружен в процентах. Чтобы все работало, башню нужно подключить в материнскую плату по 9-пиновому коннектору. Ты должен поставить лайк нашей прелести и подписаться на канал. По поводу памяти. На какую память хватает денег, ту и покупайте. Главное, чтобы была гарантия. Вентилятор я взял двух разных фирм. Это была вынужденная мера. У одной фирмы обычные вентиляторы, у второй реверсивные. На вид они совершенно одинаковые. Видимо, их делают на одном заводе. Также не забываем, что нам нужен RGB контроллер. Иначе без него вентиляторы светиться не будут. Сами вентиляторы можно подключить двумя способами. Первый это напрямую в материнскую плату, второй это в ARGB контроллер. Но во втором случае нужно обязательно ARGB контроллер подключать специальным проводом к материнской плате. Выходу 4 пин. Это бюджетный ПК, значит и блок питания тоже бюджетный. Жду от вас истории в комментариях, как этот блок питания выйдет из строя через год. Видеокарта в этом ПК будет очень бюджетная, поэтому мощности хватит за глаза. Ну и как вы сами видите, карта не очень мощная, зато дешевенькая. Если есть лишние 5-10 тысяч, то можно уже купить 50-60. За эти деньги вы получите примерно 20% прироста мощности. Если у вас в кармане завалялось лишних 10 или 15 тысяч рублей, то, пожалуйста, вы можете купить 5060 Ti. Это уже примерно 30% прироста мощности в сравнении с картой RTX 5050.
Ну а если вы такой богатый и можете купить себе 50-70 и выше, тогда вам надо собирать другой комп. Ну и ожидаемо там будет совершенно другой бюджет. Где-то от 150 тысяч рублей. И знаете что? Я приятно удивлен. Пока я монтирую ролик, я не знаю, какая будет конечная стоимость ПК. На самом деле 65 тысяч это не так уж и много. Могло быть гораздо дороже. На тот момент, когда я его собирал, он обошелся мне в 53 тысячи рублей. Это был конец октября 2025 года. Для бюджетного ПК это нормальная стоимость. Если учитывать, что если вы будете собираться уже на AM5, вам потребуется уже от 100 тысяч рублей. Так что да, это неплохо. Оставить сюда какую-то материнскую плату получше или процессор помощнее, это вообще никакого смысла не имеет. Потому что стоимость вырастет, там уже недалеко до платформы AM5. А собирать AM4 по стоимости AM5 это глупо. Так, ну что, с AMD разобрались? Давайте собирать ПК на Intel. Как и в прошлом ПК, данный корпус я нашел в DNS, там же его и купил. Я частенько нахожу вдохновление на страницах разных маркетплейсов и компьютерных магазинов. Вначале я выбираю корпус, а уже потом начинаю подбирать к нему комплектующие. Но не в этом случае. У меня уже был в наличии процессор с материнской платой и оперативной памятью, плюс несколько вентиляторов белого цвета. Уже исходя из этого я подбирал корпус и остальные комплектующие. Кстати, корпус очень даже неплохой. Металл не жидкий, пластик не тонкий. Есть маленький дисплейчик, который показывает температуру. В общем, корпус вроде бы нормальный. Кстати, фильтры, которые вы видите на экране, почему-то вклеены, как их убирать непонятно. Как я и говорил ранее, у меня уже были некоторые комплектующие, а именно процессор, материнская плата и планка оперативной памяти. Возможно, у кого-то появится вопрос, почему бы не поставить 13 или 14 поколение i3? Ответ будет такой: это невыгодно. 13 и 14 поколение не дают сильного прироста в мощности, а цена уже гораздо выше. Если, конечно, они не будут стоить одинаково, тогда можно купить. Материнская плата недорогая. Я думаю, не нужно объяснять почему. Очень надеюсь, что не нужно. На момент покупки комплектующих, а именно этого процессора и материнской платы, они стоили дороже, чем Ryzen с материнской платой, которую я показывал в начале видео. Сейчас совершенно обратная ситуация. И i3, и материнская плата стоят гораздо дешевле. Кстати, в DNS опять как раз акция. Можно купить ЦП и материнскую плату по выгодной цене. DNS, киньте денег по-братски, а? Также заменил крепление сокета на такую рамку. Ставить ее не обязательно, но у меня она просто была. Поэтому можете оставить родное крепление. Но если все же будете менять, то винты сильно не затягивайте. Извините, коробочку не сохранил, но остался буклетик. Так же, как и в первой половине ролика, выбирайте накопитель по своему кошельку. Конкретно тут стоит накопитель на 512 гигабайт. Наличие радиатора не обязательно. Лично я такие вещи люблю, поэтому покупаю. Эта оперативная память абсолютно такая же, как и в прошлом ПК. И ее все так же сложно найти. Поэтому покупайте что подешевле и с гарантией. Тут так же, как с накопителем, коробочка немножечко не дожила. В целом это обычная башня, но с дисплейчиком, который покажет температуру вашего процессора. Но есть одно но, о котором я расскажу в конце видео. Как вы уже поняли, это вертушки. Эти вертушки той же фирмы, что и наша башня. Совпадение? Да, совпадение. Два обычных вентилятора на выдув и два реверсивных вентилятора на вдув. Также не забываем про RGB контроллер. Снимаем эту панельку. Наша материнская плата небольшая, поэтому панелька эта не нужна. Очень удобно сделан механизм извлечения пылевого фильтра. Вот такой вот миленький блочок от компании GameMax. Коробка, если что, от другого блока на 700 Вт. Этот блок на 800. Визуально и на ощупь он сделан очень хорошо. Про внутрянку пока ничего сказать не могу. Но пока что ни один блок еще из строя не вышел.
Видеокарта тут бэушная 3070 Ti. Покупал я ее на Авито по цене примерно 25 тысяч рублей. Изначально эти две сборки не задумывались как одно единое видео, поэтому и комплектующие довольно сильно отличаются, в том числе и видеокарта. Но в конце я все же сравню два наших компьютера. Для этого возьму за основу первый ПК и уже в нем поменяю только процессор и материнскую плату. И так мы узнаем, что будет дешевле AMD или Intel при равных условиях. Кстати, в этом месте меня ожидал небольшой прикол. Задняя крышка корпуса не хотела закрываться. И чтобы закрыть крышку, нужно слегка открутить винтик, поставить крышку, а уже потом обратно закрутить винтик. То ли это баг такой или фича, я так и не понял. Даже с учетом других комплектующих, ПК на Intel также получился относительно недорогим. Разница между ПК на AMD и Intel составила всего лишь 4000 рублей. Но чтобы точно выяснить, какой ПК дешевле, мы возьмем за основу ПК из первой половины ролика. Все его комплектующие новые и имеют гарантию. Если собирать ПК на платформе AM4, то его цена будет примерно 65 тысяч рублей. Если мы возьмем те же самые комплектующие, но поменяем процессор и материнскую плату из второй половины ролика и барабанная дробь, мы получаем все те же 65 тысяч рублей. На момент выхода ролика компьютер на LG 1700 будет дешевле на 900 рублей, чем ПК на AM4. Первое. Я лично считаю, что 1000 рублей это всего лишь погрешность, а не экономия. Второе. Если верить бенчмаркам, то Ryzen 5 5500 мощнее i3 12 поколения примерно на 35-40%. Уже исходя из этого можно сделать вывод, что собирать ПК на LG 1700 вообще невыгодно. Даже если вы будете собирать ПК на каком-нибудь i5 12 поколения, его цена будет приближаться уже к Ryzen 7500F. Во всех случаях это невыгодно. Ладно, тут мы разобрались, поняли, что Ryzen наше все. Так, давайте коснемся парочки интересных моментов. Самый первый момент — это неработающий дисплейчик на башне. А не работает он, потому что конфликтует с дисплейчиком на корпусе. Вот тебе раз. Второй момент — это частично неисправный или поврежденный экранчик на корпусе. Палочка одна внизу не горит, и ты с этим ничего не сделаешь. Обидно-то как. Ладно, все, что мог, рассказал и показал. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я, как всегда, не прощаюсь. Скоро увидимся.